Как правильно устанавливать термодатчики в батарею? Как правильно вести от шины силовые провода? Какую просадку должны давать нормальные банки? Как проверить балансир перед подключением? И, наконец, какие могут быть проблемы с современными БМС? Обо всем этом вы узнаете в сегодняшнем видео. В конце видео будет конкурс, поэтому не переключайтесь с канала, досмотрите до конца. Ну а мы начинаем. Значит, близится к завершению уже моя сборка супер батареи на Samsung 50S. Еще вчера хотел уже все это собрать и упаковать, а потом же вспомнил, что у меня есть мои любимые зрители, и им наверняка будет интересно узнать о том, как все это собиралось. В прошлых роликах вы видели банки, уже собранные в холдере с посаженной лентой медной. Но это ж не конец, да, и надо было двигаться дальше. Ну, а что у нас дальше? Дальше, естественно, этим делом все что-то должно управлять. Поэтому надо было примерить и навесить БМС. БМС двухсторонняя, поэтому вплотную к банкам ее цеплять нельзя. То есть, как видите, здесь стоят проставки где-то сантиметровые, деревянные. На ленте для мух они прикреплены к холдерам. И уже поверх них ставится БМС, чтобы отвод тепла с мосфетов шел и в эту сторону, и в эту сторону. При позиционировании БМС я сделал в этот раз небольшой зазор слева, то есть где-то полсантиметра я отступил, чтобы провода вот так вот все, а их тут очень много, как видите, выводились вперед. Потому что в прошлый раз БМС была впритык с холдерами, и провода выходили как-то вот так, наполовину через наружу, и, короче, тут такой горб был на батарее. А размер деки не резиновый, вот это вот все как бы дело давило сверху крышка самоката на вот эти провода, а сейчас они упакованы более экологичным образом. Помимо ленты для мух, БМС еще дополнительно крепится вот такой вот нарезкой из армированного скотча, 3 полосами. И в принципе она сейчас здесь сидит мертво, надежно и никуда не денется. После фиксации БМС я начал разводку силовых проводов. Они у меня идут вот с этой стороны батареи, противоположно балансирным проводам. Здесь тоже поверх электрокартона наклеена лента для мух, и на нее посажены все вот эти вот замечательные 5 проводов. Сама БМС у меня уже была подготовлена, распаяна. То есть БМС-ку я обслужил, положил медные шины, 4 медные шины на все разводки ключей. Медную шину я отковал из моножилы 4 квадрата. Заменил стоковые АВ-говно провода на нормальную укрмедь. Ну, естественно, прямо на БМС уже распаял эти провода. То есть заход от зарядки, выход на разрядку. Вывел их на коннекторы XT60, как вы видите, да. 2 на питание и 1 на зарядку. Вот. И, соответственно, БМС у меня уже была подготовлена, то есть на ней были распаяны подводные провода к коннекторам, выводные провода на минус батареи, и от коннекторов, соответственно, по размеру уже были прикинуты провода, которые будут идти на плюс. Поэтому БМС уже была полностью подготовлена, полностью СТО, ее надо было только прикрепить к батарее. И когда я ее на батарею насадил, то разводку силовых проводов я начал все-таки с минуса. Здесь развел 4 вот эти вот провода.
Причем разводка не может, ну, никак идти одним проводом, потому что тонкая лента не справится, даже если вы провод разместите посередине. Поэтому разводка идет четырьмя не очень толстыми, но четырьмя проводами по нечетным банкам в блоке. То есть первая банка, третья, пятая и седьмая. И вот здесь, да, вы видите отводы, соответственно, для подключения проводов. То есть один отвод, второй, третий и четвертый. Тогда ток с шины снимается равномерно. То же самое снизу, но здесь масштаб чуть-чуть меньше. Вот один отвод, второй, третий, четвертый и еще отдельный пятый отвод, но он не сильно токовый, на зарядку. Там на зарядке всего 8 ампер тока. Это противоположный полюс батареи, подвод плюсовых проводов, подготовка их к распайке. Ну и как видите, да, тоже вот раз, два, три, четыре, 5 отводов с последней шины, с 16 секции. 4 провода разрядных и один зарядный посередине. Значит, что за провода? Провода укрмить 1,5 квадрата. Чистая медь без половины олова, как в китайском говнопроводе. И что самое главное, достаточно компактная изоляция, не толстая, которую ты не знаешь, куда ее потом впихнуть. То есть вот здесь вот провода уложены, да, они, получается, да, легли на банки, и по высоте они, ну, чуть-чуть выше, чем холдеры. Ну, практически как бы размер в размер. Конец провода зачищенный, смятый в плоскость, залуженный, он садится вот на вот этот контакт, ну, практически за секунду или за полторы. То есть холдер расплавить практически нереально. То есть посадка с нормальным флюсом, с припоем F-тактикой практически мгновенная. 4 на 1,5, 6 квадратов чистой меди для того, чтобы снимать 70, может даже 80 ампер в пике. Этого с головой достаточно, мне будет вообще без вопросов. Многие говорят, да, это типа говнопровод, здесь изоляция, плавка и так далее и тому подобное. Не, ну если у вас предполагается короткое замыкание по проводам в батарее, то да, эта изоляция, она расплавится. А если вы собираете не руками из жопы, то эти провода, они даже не греются. Значит, еще до установки силовых проводов я разметил, замерил, рассчитал установку термодатчиков. 2 термодатчика стандартно в батарее Т1 и Т2. Значит, термодатчик Т1, он стоит, ну, насколько это получилось, да, количество банок в блоке нечетное, по центру батареи. То есть вот он пошел сверху, как бы, да, завернул и стал в центр батареи. И второй термодатчик, вот он пошел полностью через всю батарею, зашел через холдер внутрь и на армоскотч прикрепился к самой угловой банке. А почему именно такая схема, да, спросите вы? А очень все просто. Дело в том, что батарея, как ни крути, она греется неравномерно. То есть внутри она греется больше, а снаружи она греется меньше. И в крайние сезоны года, когда летом самая большая жара, там до плюс 40 у нас доходит на улице, и зимой, ну, зимой как бы не сильно холодно, но все равно где-то около нуля, минус 5 может быть, минус 10, но это редко. И это большая разница, да, то есть 50 градусов от минус 10 до плюс 40. И почему именно так термодатчики установлены? Потому что вот этот термодатчик летом, он покажет самый максимальный нагрев батареи, когда жарко. А вот этот термодатчик зимой, когда холодно, он покажет самую минимальную температуру. Потому что зимой
реальная температура угловых банок будет видна по этому датчику, а здесь будет больше. А летом наоборот, максимальная температура будет видна по этому датчику, а здесь может быть где-то до 10 градусов меньше. И это уже достаточно большая разница, а хочется адекватно понимать, в каком состоянии находится батарея. И поэтому термодатчики установлены именно таким образом. И я на батарее еще не ездил, но уже на тестах эта схема показала свою эффективность. То есть разница по датчикам в температуре, вот даже в комнатных условиях, достигала 8-9 градусов, почти 10. Значит, по коннекторам. Коннекторы идут вот на питание 2 XT60. И этого для 80 ампер тока в пике тоже более чем достаточно. У кого не Smart BMS или кто-то, может, ебланит, забывает отключить разряд на Smart BMS, вот я лично для себя, вот по своей, возможно, забывчивости, нарисовал, что это горячий коннектор, красный, то есть он подключается первым. И на контроллере тоже коннекторы помечены красным. А вот этот всегда подключается вторым. То есть если даже этот заискрит, то этот искрить точно не будет и будет лучше передавать ток. Ну, естественно, один коннектор на зарядку и на его ответке с зарядного порта самоката там еще подключена отдельная ветка, 2 провода на вага-коннектор, разводка на свет идет. Ну и что мы здесь видим по коннекторам, да, то есть в каждое гнездо заходит 2 провода, 2 по 1,5. В принципе, вот они достаточно комфортно заходят, без напряга, уже луженые, кстати, да, то есть они уже, ну, более толстые. И достаточно быстро туда появятся. То есть это силовые 2 на 2 на 1,5 и на 2 коннектора. То есть 6 квадратов меди. И зарядный кабель, здесь подключение 2 на 1. То есть каждое гнездо заходит только один провод, полуторка. Но для 8-10 ампер зарядки этого более чем достаточно. Значит, плату BMS мы примерили, установили, закрепили, силовые провода развели, распаяли, термодатчики поставили. Что у нас остается? У нас остается разводка балансирной колодки. Тут в этом деле главное не торопиться, потому что, как в известной пословице, поспешишь, людей насмешишь, а делать все спокойно и лучше 3 раза перепроверить, чем потом спалить БМС-ку. Вот. Как видите, здесь тоже проложена лента для мух, для того, чтобы провода приклеить, и они нормально держались, никуда не убегали. Четко выверен вылет проводов с колодками, чтобы не создавать избытка дополнительных проводов. И напротив каждого вывода с шины батареи, да, напротив каждой секции, 1, 2, 3 и так далее, я маркером по металлу написал себе белые циферки, чтобы не запутаться. И потихонечку, там где-то за часик, я все это расклеил, обрезал, распаял и собрал. То есть с этим, в принципе, тоже, ну, никаких особых проблем нету. Самое главное, ничего не напутать. Вот. Мне еще было значительно проще, потому что у меня 16S батарея и 16S смарт-плата. Вот. В прошлый раз была 20S плата, и там было интереснее, то есть там средние провода между парой колодок надо было исключать, а здесь вообще все по порядочку, то есть никаких проводов изымать не надо. Чик-чик-чик, подрезал, напаял и пошел дальше.
Значит, как проверить балансирную колодку после распайки, до того, как втыкнуть ее в плату? Значит, проверка идет в два этапа. То есть первый этап, после того, как я зачистил от флюса пайку на отводных загнутых контактах, я беру тестер и каждую клемму на колодке я прозваниваю на клемму, которая выходит с шины. То есть должно быть КЗ, да, тестер должен пищать. Это, во-первых, то есть это чисто такая, ну, как бы механическая проверка на дурака. И вторая проверка, берем один щуп, кидаем на черный провод, на самый минус. И дальше пошли в рядочек. Вот первая клеммочка белая с белым проводом, вторая клеммочка, третья, четвертая. И напряжение должно расти. Соответственно, вплоть до максимального заряда батареи. Ну, я паял банки, у меня было напряжение 3,25. И, соответственно, мы идем. Первый плюс, это получается 3,25, второй 6,5, третий 9,75 и так далее, да, ну, плюс-минус там, да, в каких-то диапазонах разлета, да, определенных. И вот уже после этой проверки, да, на 16 секции мы видим полное напряжение батареи, у меня там оно что-то было около 52 вольт, потому что банки сильно разряжены. В конце этого процесса мы понимаем, да, что ошибок нету, провода разведены правильно, и эту колодку уже, соответственно, можно втыкать в БМС-ину. Не забываем, что черный провод подключается один на минус, на первый минус. Первый белый пошел на первый плюс. Вот здесь, наверное, даже видно, вот. В прошлый раз я вот так вот накидывал колхозным методом сверху, а сейчас я заранее с первого ряда банок вывел и минус, и плюс, чтобы подключить два провода. На минус идет черный провод, и на первый плюс уже идет первый белый, и так до конца. А на последнем плюсе ситуация противоположная, то есть сюда подключается сразу два провода. И 16-й белый, сигнальный, и красный, для того, чтобы БМС-ина понимала, какой у батареи полный заряд. Значит, БМС-ка эта чудесная мне мозги выдрочила по полной программе, потому что было аж три проблемы, с которыми я столкнулся. Первая проблема – это фиксация рабочего режима в БМС-ке. То есть есть провода активации, да. Раньше активация шла только батарейкой, сейчас вот в новых ревизиях плат, эта плата, по-моему, сделана в августе 2023 года, то есть она уже как бы не очень новая, но тем не менее. И вот уже идет, это у нас термодатчики подключены, да, а вот у нас подключены провода активации. И вот идет уже 4 провода, 2 пары, одна пара для подключения с батарейки, а вторая пара это СВ-порт, который реагирует просто на замыкание. И вот по идее ты должен этот СВ-порт замкнуть, и плата активируется, дальше этот порт размыкается, батарея должна работать. Но оно ни хера так не работает. То есть я порт замыкаю, у меня контрольная лампочка на порту, да, горит 5 секунд и гаснет. Я в шоке, я не знаю, что с этим делать. Вот. Я уже себе даже вот составил вот такой вот список, да, как эту БМС, что с ней как бы мудрить, где консультироваться, может покупать новую там, да, и так далее. Вот. Короче, сутки я бухал, блять, ничего не мог придумать. Потом сажусь к этой батарее, уже плачу над ней. И ставлю 2 пальца на вот эти вот провода, на СВ-порт.
Ставлю пальцы, лампочка горит. 30 секунд горит, минуту горит, 2, ну сколько надо, столько и горит. То есть получается, этот SV-порт, он работает в обратном порядке, ну вот в случае этой платы. Ой, блин, с этой проблемой, короче, разобрался. Вторая проблема какая была? Значит, у меня стояла самая, я считаю, лучшая версия приложения Ant 1.3.0. У меня на канале даже снят большой обзор, там больше часа материала по полному, полнейшему мануалу настройки Ant BMS по интерфейсу этого приложения, да, этой версии. Там, я не помню, уже 13 тысяч человек его посмотрели, все очень благодарят. И я думаю, что в ближайшее время мы это видео переведем еще на 30 языков, чтобы как можно больше людей по всему миру получило пользу. И вот это приложение 1.3.0, оно с новыми платами как-то вообще не хочет работать. То есть ты включаешь разряд, он тебе пишет, что включен заряд. Положение ползунков, этих переключателей, да, на заряде-разряде неадекватная, то есть вообще творится какая-то херня. В общем, еще один вечер я убил, я перепробовал 10 или 12 приложений. В итоге я остановился на официальном приложении с сайта Анта. Последняя его ревизия — это сентябрь 2024 года. То есть где-то, грубо говоря, полгода приложению, и BMS-ка, она вышла еще раньше, чем это приложение, больше, чем на год раньше ее выпустили. И вот это приложение, боже, яке воно кончене, это просто в голове нету слов, только одни матюки. Вот, как оно сделано через жопу, кривой перевод, неудобный интерфейс, постоянно выскакивают какие-то предупреждения, как будто бы я школьник. Это просто пиздец, просто пиздец. Но как бы деваться некуда, по крайней мере оно корректно работает. Проверил я его на этой BMS новый, проверил на старой BMS, на предыдущей батарее, то есть в принципе оно обе батареи подхватывает, но, сука, такое дебильное, что еще постоянно хочет, чтобы был включен GPS. То есть вот без GPS он вообще, ни под каким предлогом он к плате не подключается. В 1.3.0 первый раз ты BMS подхватил, активировал ее с GPS, и второй раз тебе GPS включать не надо, то есть она подхватывается только по Bluetooth. Здесь такая ебатня, сука, блядь, что мама не горюй. Вот. Вот это вот была вторая проблема с ревизиями ПО. Ну, как бы я, в принципе, с ней тоже разобрался. И на всякий случай оставил себе возможность разомкнуть SV-порт, да, если надо будет переактивировать BMS, то есть надо будет перемычку достать и через 5 секунд пиндюрить ее обратно. Но убрал все лишние провода, вот здесь вот шли по боку батареи и провода активации от батарейки, и SV провода. Думаю, нахер оно мне надо, вот это вот все лишнее. Сверху там сейчас надо будет текстолит ставить, поэтому я все это убрал, вот так вот красивенько в кружки свернул провода, согнул их в овал, приклеил к BMS, и вот у меня остался только вот один вот этот вот выводочек. После того, как батарея упакуется, я его вот так вот в углу зафиксирую сверху армированным скотчем. И на этом, в принципе, как бы с этим вопросом все закончится. Вот. Ну и третья проблема, с которой я столкнулся с этой BMS-кой, это ёбнутый режим Precharge. Вот, то есть с BMS как бы сразу нельзя снимать полный ток. Ну вот она рассчитана там 130 ампер номинал, они пишут там, да, и сколько там, по-моему, 400 ампер пик.
или 450, 450. Блять, я тоже ебался с этой хуйней. Вот, это пиздец. У меня на разрядном станке получается на нагрузке 5 положений по току. То есть без пластины это одно положение, потом идет в 2 раза больше ток, в 3 раза больше ток, в 4 раза больше ток и в 5 раз больше ток. То есть получается, если пластина не замкнута, это на батарее 60 вольт, получается где-то 6 ампер тока. Здесь 12, 18, 24 и 30. И вот я ставлю 30-ку себе сразу. Ну, блин, батарея хорошая, надо вжарить, как бы навалить. Ни хера, блядь, идет защита. Я не могу понять, что происходит. Ставлю единичку, нормально работает. Двоечку нормально, трешку нормально, 4 нормально. 5, хуй тебе в рот. Я так прикинул, что вот эта функция Precharge, то есть на ней стоит где-то порог около 25-26 ампер для вот защиты от там коротких замыканий на старте, для защиты от излишнего искрения, там, да, и так далее и тому подобное. И никак ты эту ебаную функцию не отключишь. То есть поначалу надо запустить хотя бы какой-то минимальный ток. Я не знаю, там бортовой компьютер включить или фары включить. И только потом она уже нормально сможет отдать там 50 ампер, 100 ампер, да, сколько надо. Вот такая вот офигенная история с новыми платами, с новым приложением. Как я шучу, без 150 не разберешься. И здесь я не программы, здесь я про IQ. Значит, слава богу, с BMS-кой я разобрался со всеми этими проблемами. И дальше поставил батарею на первый заряд. Естественно, следил все в режиме реал-тайм. Не отходил от батареи. Соль лежит рядом на всякий случай. И во время зарядки вот обратил внимание сам и обращаю ваше. Значит, порт XT60 ледяной на 8 амперах. А провода 2 по 1,5 холодные. Значит, вот этот дешманский коннектор за 50 сколько там центов или за $1, да, мамка, да, она такая, ну, тепленькая. А вот этот вот отвод от зарядки, это китайский говнокабель какой-то очередной и китайский говнопапа. Хер знает, как там собрано и спаяны. Вот оно уже вот реально горящее. Вот этот папка горячий, и провод от него сантиметров 10, он тоже горячий. Представляете? То есть не только разъем, а еще и провод. Настолько разъем греется. Поэтому, господа, делайте выводы о качестве китайского говна и принимайте правильные решения. Значит, первый заряд мы прошли успешно. БМС-ка щось там, бля, подмигивает, як та сучка. Вот. И побежали на тесты, делать тесты. Значит, первый тест, ну, еще во время заряда я мониторил, да, и температуру, насколько батарея нагрелась. Заряжал я где-то с 15 до 100%. Батарея нагрелась градусов на 10. Где-то так. За все это время заряда, я считаю, ну, достаточно терпимо при токе 8 ампер. То есть это где-то 0,25 С практически заряд. Значит, по разбалансу. Разбаланс во время заряда, заряжал я с 52 вольт, начинал, был все время ниже сотки, то есть там 4 тысячных, 5 тысячных, то есть в принципе как бы довольно неплохо. И такая ситуация продолжалась до 4,15 уровня заряда, и уже с 4,15 разбаланс начал усиливаться, но
На отсечке, там 4, по-моему, 22 я поставил отсечку с учетом откатика. Максимальный разбаланс на верхах у меня составил 23 тысячных. То есть 0,023. Я считаю, это шикарный показатель. Напор на слониках это было в 2 раза больше. Это было где-то 4,5 сотки. Здесь в 2 раза меньше. Если уже заговорили за разбаланс, забегу чуть-чуть вперед и озвучу разбаланс при полном разряде до 40 вольт. Это 2,5 вольта на блок. Значит, там разбаланс, естественно, максимальный. Сразу после съема нагрузки он составил 11 сотых. То есть 110 тысячных или 0,110. Прилично, да, прилично, но это глубокий разряд, то есть это по самые помидоры въебана батарея, во-первых. Во-вторых, порнослоники, они даже столько не разряжались, я их не мучил, ну где-то до 44 вольт я их разряжал. И уже на 44 вольтах, да, почему я дальше не пошел в разряд, там уже разбаланс был где-то 0,25-0,3 вольта. То есть в 3 раза выше, а здесь 0,1. То есть разница, сами видите, как бы впечатляющая. Ну, после полного заряда, естественно, мы пошли на разряд. Первым делом я проверил просадку. Значит, на втором положении нагрузки я ее мерил, потому что вот длинный провод идет от тенов. И в итоге получается от батареи до тенов через один коннектор больше метра кабеля. Вот, поэтому мерить там просадку как бы на большой нагрузке сложно. Я мерил на втором положении, это где-то 13 ампер тока было, и просадка составила тогда где-то 0,4 вольта. То есть, если мы снимаем с батареи, допустим, ток 65 ампер, да, ну вот как я планирую снимать, там 65-70, то, соответственно, эта просадка должна быть в районе 2 вольт. Сейчас батарея 3 раза проциклирована, да, заряд-разряд, то есть я делал тесты на емкость, на мощность батареи, и, возможно, химия еще больше разогрелась, и эта просадка будет еще ниже. Сейчас буду делать тесты, если что, добавлю в первом комментарии к видео. Так, ну и на закусочку тесты батареи на емкость и на мощность. Вот это был первый тест на одном делении нагрузки. Длился он, как видите, 6 часов, потому что ток маленький, 6 ампер, а батарея 35 с хером ампер часов. И вот на выходе я получил 35 плюс ампер часов, то есть банка отдает выше даже, чем заявлено по номиналу, больше, чем 5000, да, и 7P, соответственно, больше, чем 35 тысяч миллиампер часов. И 2077 ватт-часов мощность. Вот это вот второй тест. Здесь я уже на нагрузке подключил 2 деления. Соответственно, видите, да, время теста в 2 раза ниже, 3 часа, потому что ток там уже где-то 12,5-13 ампер. Ну, батарея также отдала 35 плюс по емкости и чуть-чуть меньше по мощности. Сколько там? 14 ватт разница, 2063. И третий тест я решил не мелочиться 3 делениями. Сразу бабахнул 4. Батарея также отдала больше 35 ампер часов.
Ну, чуть-чуть снизилась мощность до 2030 ватт-часов. Ну, как бы это нормально, потому что, ну, 24 ампера снимать, там как бы просадка больше, да, и, соответственно, осечка происходит раньше, потому что если здесь мы смотрим, да, вот, восстановление батареи, да, после разряда тут вот 41,8 вольт, здесь 41,6, а здесь 43, да, то есть откат пошел значительно больше, потому что и просадка больше. Но, тем не менее, все равно 35 плюс ампер-часов и 2 плюс киловатт-часа. Что, в принципе, как бы вообще не дурно. Вот. Ну и видите, я вас не обманываю по поводу токов теста. То есть время разряда час 34. За 1,5 часа я батарейку полностью разрядил. По поводу третьего фееричного этапа разряда, когда здесь по хате валил пар, я снял отдельный шорт, небольшой, но очень веселый. Ждите его выпуска на канале, чтобы посмеяться. Так что батареечка на сегодняшний день уже практически готова, проверена вдоль и поперек, ёбана в хвост и в гриву. Осталось ее запаковать вот этот замечательный 1,5-миллиметровый текстолит. Вовчик, тебе привет, спасибо за материал, ты настоящий друг. И обернуть 2 слоями армоскотча и поставить самокат. Вот и все. Вот такая вот моя история по поводу сборки новой супер батареи на Samsung 50S. Материала получилось много. В 15 минут я, как всегда, не уложился. Но, тем не менее, я думаю, что это будет для вас полезно. Пишите в комментариях, как вы собираете батарею. Задавайте вопросы свои, что непонятно. Подписывайтесь на канал, потому что впереди очень много интересного. В начале видео я обещал розыгрыш, и сейчас мы переходим к нему. Перед вами стоит минеральное масло Shimano для заправки гидролинии в тормозных системах. Им 50 кубами можно заправить 5 систем или раз 10-15 прокачать. И тот из вас, кто в комментариях задаст самый интересный вопрос, или не вопрос, просто напишет самый интересный комментарий, тот получает от Жука вот эту вот замечательную минералку с его секретным заговором на удачу в езде. Ну, а с вами сегодня был Андрей. Вот ёшкин кот, БМС-ка, сучка, все еще подмигивает. Вот зараза. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.